Всем привет! Добро пожаловать на очередное глубокое погружение в мир Ханкай 3. Сегодня мы приступим к 35 главе. Начнем с Прометей, нашего любимого АИ, который пытается проинформировать Кевина о последних событиях с доктором Мэй во вселенной Пузыря. Но Кевин, он как всегда стоек, и это очень сильно задевает Прометей. Совет. Никогда не сохраняйте спокойствие рядом с АИ, которому явно нужны эмоции. Затем от Зайца поступает необычайшая новость. Оказывается, проект Стигма — это не окончательное решение, как мы думали. На самом деле он не уничтожает Ханкай, а просто сдерживает его в теле Кевина. Это означает, что Кевин обречен на вечную смерть, застряв в пустынном мире в одиночестве. Узнав эту правду, Заяц решает, что пришло ее время покинуть мирового змея, оставив Кевину свое имя и наследие. И как раз тогда, когда вы думаете, что все может быть еще драматичнее, Прометей совершает немыслимое и дает Кевину пощечину прямо перед тем, как они с Мистель собираются уходить. Почему? Потому что Кевин даже не смог пролить слезу по доктору Мэй. Путешествие Риты, Сушан и Сюзанны на гору Тайсюань через мнимое пространство меняется, когда Сюзанна, почувствовав недомогание, решает остаться. Несмотря на это, дуэт Рита и Сушан сражается с монстрами, разрушающими пространство, и использует уникальные способности Сушан как пробужденной стигмы, чтобы вернуть его себе. Однако их продвижение обнаруживает неожиданный поворот. Полоса побежденных мнимых конструктов, с которыми они сталкиваются, не их рукодел, а Сюзанны. Несмотря на первые неудачи, ей удается расчистить путь в темпе, не уступающем темпу Риты и Сушан. Этот подвиг пробуждает Риту пошутить о неожиданной доблести Валькирии ранга Б, с юмором задавая вопрос о необходимости С-рангов, когда Б-ранги демонстрируют такую грозную силу. Их миссия приводит их к призрачному миражу жителей, попавших в ловушку снов, навеянных проектом Стигма, что подчеркивает суровую реальность. Отвоевать пространство — это одно, а пробудить этих сновидцев — совсем другое дело. Рита проливает свет на прикрытие Шиксал, что они являются свидетелями великого извержения, сфабрикованной сказки, призванной скрыть истинную природу проекта Стигма. Эйнштейн ранее выдвинула гипотезу о местонахождении кокона завершения в глубине коллективного сна человека, предложив, что его обнаружение может повлиять на способность пространства Стигмы проявлять желание. Решение многих оставаться в своих снах, предпочитая сконструированную реальность суровости настоящей жизни, вполне объяснимо, хотя и не лишено моральных проблем. Стратегия Терезы заключается в том, чтобы войти в духовного Адама и пробудить индивидуальность в сердцах людей, тем самым ослабив коллективный сон и определив местонахождение кокона завершения. На фоне этих событий воссоединение Мэй с Кианой и Брони добавляет элементы личной связи и надежды. Путешествие Кевина в коллективный сон и воспоминания о Древней Греции раскрывают его внутренние конфликты и философские размышления о цикличной борьбе человека и возможности перемен. Философские идеи, которыми он поделился от роли героя в эволюции общества до легенды об Икаре, отражают его нынешнюю дилемму и устремления, несмотря на свои сомнения в отношении проекта Стигма. Кевин видит себя катализатором для будущих поколений, надеясь вдохновить их на превзойти его идеалы и найти лучшее решение проблемы угрозы Ханкай. Сочетание личных переживаний, философских размышлений и непрекращающейся борьбы с Ханкай представляет собой богатый гобелен повествований и тем, вовлекая зрителей в сагу о надежде, отчаянии и поисках светлого будущего среди руин прошлого. Путешествие Терезы по бесчисленным мечтам человечества демонстрирует широкий спектр человеческих переживаний и желаний, от невинности детей, играющих на школьном дворе, до отчаяния людей, собирающихся в мрачных переулках в поисках спасения от суровых реалий жизни. И, наконец, до пронзительного момента рядом с умирающим пожилым человеком на песчаном пляже. Это исследование подчеркивает глубину и разнообразие снов, которые держат человечество в плену у духовного Адама. И каждый сон отражает мириады путей человеческой жизни и выбор, который их определяет.
Кевин, заинтригованный и, возможно, тронутый стремлением Терезы, начинает прослеживать ее шаги по этой стране снов, что приводит к неожиданной встрече с Дюрандал. Их разговор раскрывает глубокое бремя, которое несет Кевин. Проект Химера. Попытка интегрировать сны всех зверей Ханкай в свое существо, создав тень, вечно преследуемую коконом завершения. Дюрандал, понимая глубину жертвы Кевина и его родословную как Касвана, признает его усилия по предоставлению другим возможностей найти решения, которые он сам не смог найти, воплощая бесконечное желание, чтобы будущее поколение превзошло его собственные начинания. По ходу повествования слабеющая форма духовного Аддама обнаруживает непредвиденное осложнение. Звери Ханкай из тени Кевина активно работают над его восстановлением, создавая новый вызов усилиям группы. Предположенное решение столь же смело, сколько и опасно. Отрезать фрагмент тени Кевина и с его помощью определить местонахождение неуловимого кокона завершения. Сушан отправляется заручиться сотрудничеством с Энти в этой важной миссии. Тем временем Кевин, используя свои способности Химеры, поглощает сны зверей Ханкай и открывает мрачные картины запустения на планетах, ранее опустошенных завершением, намекая на катастрофический путь, по которому может пройти Земля, если не принять меры. Откровение о том, что этими зверями манипулирует Хешер сознания, стремясь подорвать ядро Химеры внутри Кевина, добавляет элементы сложности и срочности в их миссию. В кульминационном противостоянии попытки Сэнти задержать Кевина заканчиваются неудачей, и в дело вступает Дюрандал. Но в итоге Кевин на мгновение отвлекается и позволяет Фухуа, владеющий клинком Дюрандал, наделенным активной реакцией Ханкай, отколоть осколок от его тени. Этот осколок превращается в факел в руках Фухуа, символизируя маяк надежды, ощутимую связь с коконом завершения и, возможно, шаг к решению, которое может превзойти даже ожидания Кевина. Повествование отправляет нас в путешествие в предыдущую эпоху, раскрывая критические моменты в прошлом Фухуа, когда она впервые высвободила свою активную реакцию Ханкай, потеряв контроль и воспринимая друзей и себя как врагов из-за психических ограничений, наложенных Свара. Этот взгляд на ее историю в сочетании с предупреждением доктора Мэй о потенциальной саморазрушительной петле, вызванной целительными способностями Гаруды, закладывает основу для понимания нынешнего мастерства Фухуа над своими силами. Теперь, когда Свара повреждена много веков назад, она может использовать свою активную реакцию Ханкай, не поддаваясь ее прежним опасностям. В пикантной параллели, связывающиеся с властью завершения в тени Кевина, Фухуа узнает в Кевине родственную душу. Его испытания, постоянно разрывающиеся между уничтожением, властью и немедленным исцелением благодаря интеграции химеры генов Гаруды, отражает ее собственные прошлые трудности, подчеркивая жестокую цикличность их судеб. Повествование переносит в настоящее, где Сэнти доставляет Терезе важнейший факел. Встреча с факелом, ставшая для Терезы мучительным испытанием, разжигает отчаянную борьбу со зверями Ханкай, привлеченными его пламенем, и создает основу для драматического противостояния, чтобы защитить свет, заключенный в факеле. Среди этого хаоса Зелье берет на себя миссию по защите человеческих снов, а Тереза, сняв все ограничения, подвергается трансформации, которая должна была превратить ее в монстра. Однако результат оказывается неожиданно благотворным, знаменуя ее переход к зрелому облику, который не соответствует ее расширенным возможностям. Знакомство Мистелин с Зелье, предлагающее потенциальную помощь Лямбды после пробуждения, добавляет еще один элемент в разворачивающуюся драму. Пробуждение Лямбды, вызванное таинственным присутствием, под которым подразумевается игрок, вносит элемент метаповествования, признавая роль игрока в этом сложном мире. Когда Лямбда вновь зажигает факел, придавая силы Терезе и человечеству в борьбе, раскрытие местонахождения кокона завершения становится важным поворотным моментом. Сообщение Сэнти этих координат в океане Мэй и Брони закладывает основу для следующего решающего противостояния. Развертывание этих событий знаменует собой поворотный момент в саге, когда Киана, Мэй и Броня сталкиваются с потенциалом своих сил и судеб.
Объединение их властей позволяет предположить появление власти Истока, силы, способной объединить все силы Хершера. Это откровение закладывает основу для драматического разделения. Киана изолируется, что напоминает вмешательство Кокона завершения, признавшего в ней зарождающегося Хершера завершения. Последующее пробуждение Кианы как Хершера завершения, последовавшее за визуально ошеломляющей сценой, проливает свет на истинную природу Кокона как зеркало, потенциала человечества для самопротивостояния и роста. Признание Кокона Кевином и Кианой подчеркивает более широкие размышления о сущности человечества и путях к власти, которые оно выбирает. Дальше нам показывают воспоминания о школьных годах Кевина, раскрывая основополагающие элементы его характера. Чувство изоляции, усугубленное признанием его талантов, но отсутствием характера. Самоанализ мотивов Кевина, в частности его решение присоединиться к амбициям доктора Мэй, рисует пронзительную картину его одиночества и поиска цели среди хаоса Ханкай. Повествование принимает более светлый оборот после вмешательства Лямбды, которая преподносит игрокам уникальный подарок в виде события журнала спасения Ханкай. Этот жест, вызывающий Гиперион с помощью коллективных пожеланий капитанов, служит свидетельством переплетения судеб персонажей и самих игроков, нарушая четвертую стену, что обогащает впечатление от повествования. Путешествие на Луну, сопряженное с испытаниями мнимых конструктов, завершается кульминацией в противостоянии с Кевином у трона Узурпатора. Битва, демонстрирующая огромную силу Кевина и коллективную решимость Кианы, Мэй и Брони, становится символической борьбой с наследием Ханкай. Разрушение щита Кевина, опирающегося на коллективные пожелания всего мира и капитанов, воплощая объединение надежд и мечтаний через границы, что приводит к победному моменту для трех Хершеров. Кульминация повествования, в которой происходит поединок между Кианой и Кевином в стиле Касвана, перекликается с темами наследия, самопожертвования и обновления. Победа Кианы и ее вознесение в качестве новой богини Земли в сочетании с мирным воссоединением Кевина со своими спутниками в состоянии сна предлагает разрешение, которое является одновременно триумфальным и горько-сладким. Объятия Кианы, признанной Коконом истинным Хершером завершения, символизируют кульминацию бесчисленных самсар, маяк надежды и свидетельство стойкости духа человечества в его вечной борьбе с Ханкай. Эта глава не только завершает эпический цикл повествования, но и закладывает основу для будущих историй о стойкости, единстве и несгибаемой воле к созданию лучшего мира среди руин прошлого. В этой заключительной главе Киана, ставшая новой богиней Земли, берет на себя колоссальную ответственность. Первым делом, используя силу завершения, она связывается с Мэй и Броней и передает послание всей Земле через сон. Она объявляет о периоде исцеления Земли, вызванном разрушительным последствием проекта Стигма и неспособностью планеты противостоять силе завершения сразу. Решимость Кианы оставаться на Луне, работая над превращением энергии Ханкай в благотворный ресурс для человечества, олицетворяет собой жертву во имя общего блага. Этот амбициозный проект, рассчитанный на 5-10 лет, обещает новую эру для человеческих цивилизаций, раскрывая невообразимые ранее потенциалы и возможности. Эмоциональная тяжесть отъезда ощутима, когда Киана прощается со своими ближайшими союзниками и друзьями – Терезой, Зигфридом, Дюрандал, Фухуа и Сенти. Сцена на вокзале, где Киана в последний раз перед отъездом встречается с Мэй и Брони, пронизана смесью печали и надежды. Слезное прощание Брони в последний раз называющую Киану идиоткой добавляет к их расставанию элементы глубокой личной связи и ностальгии. Мэй выражает желание стать учителем, вдохновленным ценностями и уроками Кианы, символизируя передачу факела следующему поколению, гарантируя, что идеалы и мужество, которые демонстрировала Киана, продолжают вдохновлять и направлять человечество. Когда Киана садится в поезд, символически двигаясь навстречу своей судьбе, молчаливый обмен улыбками с Мэй знаменует момент глубокого понимания и взаимного уважения между ними.
Завершив свое превращение в коконе завершения, Киана прибывает на Луну и с расстояния вступает в роль хранительницы и спасительницы Земли. Повествование оставляет нам пронзительный образ. Киана одна на Луне, но с друзьями ее связывают сообщения от Мэй и Брони на телефоне. Глава завершается тем, что Киана делает селфи в форме хешера завершения, принимая культовую позу, известную по игре. Этот финальный снимок – мощное заявление о стойкости, надежде и прочной связи между Кианой и теми, за кого она борется. В нем отражено путешествие героя, который преодолел свои границы, чтобы принять судьбу, которая является одновременно жертвой и маяком надежды на будущее. Эта сюжетная линия, насыщенная эмоциями, жертвами и обещаниями обновления, оставляет неизгладимое впечатление о жертвах, необходимых для построения лучшего будущего, и о силе единства и решимости в противостоянии предстоящим вызовам. Она задает обнадеживающий тон будущему, где извлеченные уроки и принесенные жертвы прокладывают путь к миру, возрождающемуся из пепла прошлых конфликтов.